В 21 веке, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, ученые сделали потрясающее открытие, которое может изменить наше представление о истории технологий и времени. Глубоко в сердце Антарктиды, в льдах, которые помнят десятки тысяч лет, был найден древний механизм, чья функция и происхождение заставляют задуматься о многом. Этот загадочный объект был обнаружен в 2023 году во время научной экспедиции, направленной на изучение климатических изменений в этом удаленном регионе. Исследователи, работая в условиях экстремального холода и нестабильного льда, наткнулись на нечто, что явно выходило за рамки их представлений о древних цивилизациях. Первоначально команда ничего не подозревала о значимости своей находки. Однако, когда механизм был извлечен из глубин льда, его сложная структура и видимые детали сразу же привлекли внимание специалистов. Он напоминал смесь часов и музыкальной шкатулки, но при этом обладал элементами, которые не вписывались в привычные рамки известных технологий. Его корпус был сделан из неизвестного металла, который не поддавался распознаванию. Поверхность устройства была украшена таинственными символами, которые, казалось, не имели никаких аналогов в известных языках или системах счисления. Когда находка была доставлена в лабораторию для дальнейшего изучения, ученые пришли в замешательство. Изучая механизм, они обнаружили, что он содержит сложную систему шестерен и пружин, которая могла бы работать с поразительной точностью. Но вот парадокс. Такие технологии, как эта, не должны существовать до начала нового времени. Эксперты начали задаваться вопросами, откуда он мог взяться? Как это устройство попало в столь отдаленный и неприветливый регион, который на протяжении веков был недоступен для человека? Чтобы разобраться в этом удивительном открытии, исследователи начали анализировать находку с разных сторон. Тщательное изучение показало, что механизм не просто работал. Он был способен измерять время с невероятной точностью, недоступной для технологий древних цивилизаций. Некоторые ученые высказывали предположение о том, что устройство могло быть создано высокоразвитой цивилизацией, существовавшей задолго до известных исторических периодов. Другие же предполагали, что механизм мог быть привезен со стороны, о которой современная наука даже не догадывается. Интрига вокруг находки возросла, когда выяснилось, что в устройстве имеются элементы, которые не соответствуют известным материалам тех времен. Это добавило дополнительные вопросы к и без того запутанной истории. Таким образом, загадка замерзшего времени стала не просто предметом научного интереса, но и объектом ярких обсуждений среди историков, археологов и футурологов. Каждый из них пытался найти свое объяснение этому невероятному открытию. Загадочный механизм также стал причиной появления теории о том, что человечество уже когда-то могло достигнуть уровня технологий, о котором мы можем только мечтать. Невероятные предположения о древних цивилизациях, которые могли бы использовать подобные устройства, начали активно обсуждаться. Тем не менее, ни одна из теорий не могла дать однозначного ответа на вопрос, как это устройство, явно опережающее свое время, могло оказаться в ледяных недрах Антарктиды. Все это создало атмосферу напряженного ожидания в научном сообществе. Каждый новый день приносил новые открытия, и ученые не уставали задавать себе вопрос, существует ли связь между этим древним механизмом и исчезнувшими цивилизациями? Как он мог существовать на планете, где, по всей видимости, не было условий для его создания? Вопросы множились, а ответы уходили в тень. С каждым новым шагом в исследовании находки открывались все более загадочные аспекты ее существования. Ученые начали собирать информацию о других артефактах, найденных в этом регионе. Возможно, это были подсказки, которые помогут разгадать тайну устройства. И среди сохраненных сведений о древних культурах и технологиях, которые уходят корнями в тысячелетия назад, постепенно начинали появляться связи. Впереди ждала настоящая детективная работа, полная интригующих открытий и неожиданных поворотов. И именно от этого следующие шаги ученых будут определять, как именно эта загадка повлияет на наше понимание времени и технологий. В то время как исследователи продолжали изучать загадочный механизм, внимание ученых привлекли особенности его конструкции и материалы, из которых он был изготовлен. Это устройство явно демонстрировало технологии, которые были совершенно непривычны для древнего мира. Некоторые эксперты выдвигали гипотезы о том, что механизм мог быть создан высокоразвитыми цивилизациями, о которых мы не имеем никаких записей. Но как же он попал в Антарктиду? Ученые начали анализировать геологические слои вокруг находки. Специальные датировки показали, что механизм находился в этой холодной среде на протяжении тысячелетий. Это вызвало новые вопросы о том, когда именно он был создан и как оказался в таком отдаленном месте. Поскольку эта часть планеты на протяжении значительного времени оставалась покрытой льдом, появляется множество вариантов. Один из самых интригующих предположений заключался в том, что механизмы подобного рода могли быть частью какого-то заброшенного или затопленного города. Однако, где бы он ни находился, его следы явно затерялись в истории. Некоторые исследователи предположили, что механизм мог быть утерян или оставлен на месте в результате какого-то катастрофического события. Это могло быть связано с изменением климата, которое привело к резкому ухудшению условий жизни.
Возможно, механизм был частью более крупной системы, использовавшейся для навигации или измерения времени, и его создатели стремились сохранить его в безопасности от надвигающихся катастроф. Это предположение основывалось на древних текстах и мифах, упоминающих о высокоразвитых цивилизациях, которые обладали способностью предсказывать и изменять климатические условия. В процессе изучения деталей механизма исследователи также заметили, что символы на его поверхности не совпадали ни с одной известной письменностью. Это подогревало интерес к вопросу о том, кто мог быть его создателем. В качестве одной из теорий выдвигалась версия о том, что механизм мог быть создан внеземной цивилизацией или же оставлен существами, обладающими знаниями, которые значительно превосходят наши. Этот вариант, хоть и звучит фантастично, привлек внимание не только ученых, но и поклонников теории заговора, которые стремились найти объяснение этому феномену. Параллельно с этими исследованиями ученые начали рассматривать возможность того, что механизм мог быть частью древних морских торговых путей. В эпоху, когда ледяные шапки еще не окутали этот регион, возможно, существовали маршруты, которые проходили мимо Антарктиды. Исследователи начали анализировать исторические карты и морские документы, чтобы выяснить, могли ли древние народы, такие как полинезийцы или даже викинги, достигать этого региона в своих путешествиях. Однако каждая новая гипотеза поднимала еще больше вопросов. Как могли такие высокоразвитые цивилизации существовать в условиях, которые, по утверждениям современных историков, не позволяли им развиваться до такого уровня? Ученые начали изучать не только сам механизм, но и его возможные связи с другими артефактами, найденными на территории Антарктиды. Некоторые находки указывали на наличие других технологических устройств, которые также не вписывались в известные временные рамки. Между тем, с каждой новой находкой интерес к загадке замерзшего времени только возрастал. Появились теории о возможных подводных городах, которые могли бы хранить подобные артефакты. Ученые начали исследовать спутниковые снимки и проводить подводные исследования, чтобы обнаружить возможные следы древних поселений. Каждый новый шаг в исследовании открывал новые горизонты, но вместе с тем добавлял еще больше загадок в эту уже запутанную историю. Загадка древнего механизма, найденного в Антарктиде, продолжала волновать умы ученых, историков и любителей приключений. Хотя факты открывались постепенно, ясно одно – время не стоит на месте, и с каждым новым открытием мы приближаемся к разгадке этого уникального устройства, способного изменить наше восприятие технологий и времени. Исследования продолжались, и впереди ждала настоящая экспедиция в мир древних тайн, полная неожиданных открытий и потрясающих фактов. Изучение механизма, найденного в Антарктиде, открыло перед учеными поразительные аспекты, которые подчеркивали его необычность и сложность. В первую очередь внимание привлекло его внутреннее устройство. Система шестерен и пружин, работающая с такой точностью, что даже современная техника могла бы позавидовать. Данный механизм, по всей видимости, обладал функциями, которые на тот момент не соответствовали уровню технологий, известному историкам. Внутри устройства находились детали, изготовленные из материала, который не поддавался анализу. Это вызвало у исследователей много вопросов. Ученые начали сравнивать находку с другими древними механизмами и артефактами, чтобы понять, что именно делало его уникальным. В процессе исследования они обнаружили, что некоторые элементы конструкции напоминали устройства, созданные в средние века. Однако по зубчатым колесам и пружинам было видно, что механизм явно опередил свое время. Сложные детали не имели аналогов среди известных технологий предшествующих эпох. Это наблюдение привело к выводам о том, что механизм мог принадлежать цивилизации, которая существовала задолго до известных исторических периодов, но какую именно? Сравнение с другими артефактами продолжалось, и ученые начали выделять ключевые аспекты устройства. Одним из них была способность механизма работать без внешнего источника энергии. Это означало, что он мог использовать неявные источники энергии, о которых современная наука лишь догадывается. В этот момент в умах исследователей стали возникать теории о возможностях, которые могли бы быть доступны высокоразвитым цивилизациям. Некоторые из них выдвигали идеи о использовании технологий, опережающих свое время на несколько тысячелетий, что казалось фантастическим, но на фоне новых открытий уже не вызывало такого шока. В ходе дальнейшего анализа устройство привлекло внимание ученых и благодаря своему уникальному оформлению. На поверхности механизма находились загадочные символы, которые не соответствовали ни одной известной письменности. Это добавило дополнительный уровень интриги, так как многие предположили, что эти знаки могли содержать ключ к пониманию механизмов, использовавшихся его создателями. Одна из теорий заключалась в том, что это устройство могло быть частью более широкой системы, которая когда-то использовалась для навигации, а возможно и для измерения времени. Некоторые ученые даже стали рассматривать возможность, что механизм был создан не только людьми, но и существами, обладающими знаниями, значительно превосходящими человеческие. В то время как подобные предположения могли показаться абсурдными, они стали популярными в научных кругах.
Вокруг находки начали формироваться теории, включающие идеи о контактах с неземными цивилизациями, которые могли бы объяснить столь advanced технологические достижения. Ученые не останавливались на достигнутом. Они начали изучать геологические слои вокруг находки, чтобы выяснить, как и когда механизм попал в Антарктиду. Полученные данные показали, что устройство находилось в ледяной среде на протяжении тысячелетий, что наводило на мысль о том, что оно могло быть частью какого-то более крупного комплекса, возможно, заброшенного города. Следы такой цивилизации могли быть утеряны в результате климатических изменений, которые привели к резкому ухудшению условий жизни. Таким образом, механизм стал символом исчезнувшей эпохи, и его изучение открыло новые горизонты. Некоторые исследователи начали рассматривать возможность того, что механизм мог быть частью древних морских маршрутов. Это поднимало вопросы о том, могли ли известные исторические народы, такие как полинезийцы или викинги, когда-либо достигать Антарктиды. Сравнение исторических карт и морских документов показало, что подобные путешествия, возможно, состоялись в далеком прошлом, когда ледяные шапки не закрывали этот регион. Тем не менее, каждая новая гипотеза лишь поднимала больше вопросов. Как могли такие высокоразвитые цивилизации существовать в условиях, которые, по мнению современных историков, не позволяли им развиваться до такого уровня? Ученые начали изучать не только сам механизм, но и его возможные связи с другими артефактами, найденными в этом регионе. Некоторые из них указывали на наличие других технологических устройств, которые также не вписывались в известные временные рамки и могли оказаться ключом к разгадке. Постепенно начала формироваться картина, в которой находка древнего механизма стала кульминацией многолетних исследований, полных неожиданностей и открытий. С каждым новым шагом исследователи приближались к пониманию не только этого уникального устройства, но и более широкой истории древних цивилизаций, оставивших свой след на Земле. В результате всех этих исследований загадка замерзшего времени продолжала волновать умы людей, генерируя новые идеи и теории о нашем прошлом и, возможно, будущем. Исследование загадочного механизма, найденного в Антарктиде, продолжало вызывать огромный интерес у ученых, и их замешательство только росло. Обнаруженные детали устройства, его сложная конструкция и материалы вызывали множество вопросов. Ученые, собравшиеся в лаборатории, обменивались мнениями о том, как такое устройство могло существовать в истории, когда технологии, казалось бы, находились на совершенно другом уровне. Все наблюдаемое указывало на то, что механизм опередил свое время на тысячи лет. В процессе детального изучения находки команда наткнулась на уникальные особенности внутреннего устройства. Система зубчатых колес и пружин работала с точностью, которая оставляла в тени многие современные механизмы. Этот факт вызвал оживленное обсуждение среди специалистов. Некоторые начали догадываться о возможности существования высокоразвитых цивилизаций, о которых история пока не знает. Ученые занялись сопоставлением механизма с другими древними находками, но пока не смогли найти аналогов. Все это усиливало атмосферу загадки и непредсказуемости. Вскоре был проведен анализ материалов, из которых был изготовлен механизм. Исследователи пришли к выводу, что используемые элементы не соответствовали известным материалам тех времен. Это открытие подогревало предположение о том, что механизм мог быть создан цивилизацией, которая обладала знаниями и технологиями, недоступными современным людям. Однако вопрос оставался открытым, откуда именно этот механизм появился в Антарктиде. Ученые начали анализировать слои льда вокруг находки. Специальные методы датировки показали, что механизм находился под толщей льда на протяжении тысячелетий. Сравнивая геологические данные, исследователи пришли к выводу, что устройство могло быть частью какого-то большого проекта или системы, созданной давно исчезнувшей цивилизацией. Вскоре в научном сообществе началась дискуссия о том, как климатические изменения могли повлиять на судьбу этого механизма и его создателей. Некоторые теории предполагали, что механизм мог быть оставлен в результате катастрофы, которая привела к гибели его создателей. Ученые начали изучать старинные мифы и легенды, в которых упоминались высокоразвитые народы с удивительными технологиями. Возможно, они предсказывали надвигающиеся изменения климата и оставили устройство на случай катастрофы. Это обострило интерес к древним текстам, которые могли содержать подсказки о прошлом. В ряду предположений существовала и версия о том, что этот механизм был частью морских торговых путей, которые существовали до того, как Антарктида оказалась покрыта льдом. Ученые начали пересматривать исторические карты и морские документы, стремясь выяснить, могли ли древние народы достигать этих удаленных регионов. Некоторые исследования показывали, что такие путешествия, возможно, имели место в доисторические времена, когда климат был гораздо теплее. Между тем, внимание ученых привлекли символы, найденные на поверхности механизма. Эти знаки не соответствовали ни одной известной письменности, и это добавило еще одну загадку к уже запутанной истории. Ученые начали изучать их, надеясь, что ключ к разгадке может быть скрыт именно в этих символах. Некоторые выдвигали теории о том, что эти знаки могли указывать на происхождение устройства или даже на его предназначение.
Пригласив к работе лингвистов и историков, исследователи пытались расшифровать символы. Это привело к новым предположениям о возможных контактах древних цивилизаций с другими культурами, о которых наука ничего не знала. Интригующие идеи о контактах с внеземными цивилизациями, которые могли бы обладать знаниями и технологиями, значительно превосходящими человеческие, начали набирать популярность. Хотя такие гипотезы звучали фантастично, они обостряли интерес к загадкам прошлого. Параллельно с этими исследованиями ученые начали собирать информацию о других артефактах, найденных в этом регионе. Эти находки также не вписывались в привычные рамки исторического развития и могли оказаться ключом к разгадке тайны механизма. Каждая новая находка поднимала больше вопросов о цивилизациях, которые могли существовать в этих суровых условиях. С каждым новым шагом в исследовании открывались все более загадочные аспекты существования устройства. Ученые сделали акцент на том, что механизм мог быть частью чего-то гораздо большего, чем просто технологическое достижение. Идея о затонувшем или заброшенном городе, в котором могли находиться подобные устройства, начала обретать форму. Специальные экспедиции начали исследовать подводные территории вокруг Антарктиды в поисках возможных следов древних цивилизаций. Каждый новый день приносил новые открытия, но также и новые вопросы. Загадка замерзшего времени продолжала волновать умы исследователей и историков. Каждый шаг в изучении находки открывал новые горизонты и ведет к новым возможностям. Ученые, погруженные в свои исследования, стремились разгадать тайну устройства, которое могла бы изменить наше представление о прошлом и будущем технологий. С каждым открытием они приближались к пониманию не только этого уникального механизма, но и всей истории древних народов, оставивших свой след на Земле. Впереди ждали настоящие экспедиции, полные неожиданных открытий и потрясающих фактов. Исследования древнего механизма, найденного в Антарктиде, продолжают раскрывать новые и удивительные аспекты, которые подчеркивают его уникальность и сложность. Ученые, работающие над этой загадкой, начали осознавать, что механизм не только является технологическим достижением, но и может быть ключом к более широкому пониманию древних цивилизаций. В процессе работы исследователи провели анализ материалов, из которых был изготовлен механизм, и обнаружили, что они не соответствуют известным древним технологиям. Это открытие привлекло внимание к вопросу о том, какая цивилизация могла создать такой сложный объект. Обсуждения в научных кругах активизировались, когда стало известно, что символы, украшенные на поверхности механизма, не имеют аналогов в известных исторических письменностях. Некоторые исследователи начали предполагать, что это устройство могло быть частью системы, используемой для передачи информации или навигации. Вскоре стало ясно, что древний механизм может быть больше, чем просто часовой инструмент. Он представляет собой орудие, которое, возможно, использовалось для связи или даже для предсказания времени. Ученые начали собирать информацию о других артефактах, найденных в Антарктиде и окрестностях. Эти находки стали основой для создания базы данных, которая могла бы помочь в дальнейшем исследовании. Каждая новая находка, будь то осколки керамики или фрагменты древних инструментов, добавляла дополнительные слои к уже запутанному пазлу. Некоторые из этих артефактов также не соответствовали известным временным рамкам и технологиям, что укрепляло теории о высокоразвитых цивилизациях, существовавших задолго до нашей эры. В процессе анализа исследователи начали рассматривать возможность существования подводных городов или глубоководных структур, которые могли бы хранить подобные механизмы. Соответствующие экспедиции были организованы для изучения морского дна вблизи Антарктиды, и ученые использовали современные технологии, такие как многолучевая эхолокация и подводные дроны, чтобы исследовать неизведанные территории. Это привело к обнаружению рядов странных форм и структур на дне океана, которые могли быть следами затонувших цивилизаций. Каждое новое открытие в этой области вызывало все больший интерес и подогревало желание разгадать тайны прошлого. В то же время ученые продолжали изучать геологические слои вокруг находки, чтобы понять, как и когда механизм мог оказаться в таком удаленном месте. Специальные методы датировки показали, что устройство находилось под толщей льда на протяжении тысячелетий, что поднимало вопросы о климатических изменениях и их влиянии на древние цивилизации. Возможно, механизм был оставлен в результате катастрофы, вызванной резким изменением климата, который заставил его создателей покинуть эти земли. Научные конференции и симпозиумы стали местом для бурных обсуждений, где исследователи делились своими открытиями и теориями. Одной из наиболее популярных версий стало предположение о том, что механизм мог быть связан с мифами и легендами древних народов, которые описывали высокоразвитые цивилизации с удивительными технологиями. Эти мифы, возможно, содержали правду о человеческом прошлом, о которой мы еще не знаем, и исследователи начали их активно изучать. Параллельно с этими исследованиями ученые стали анализировать исторические карты и морские документы, чтобы выяснить, могли ли древние народы, такие как полинезийцы или викинги, достигать Антарктиды.
Некоторые исследования показывали, что такие путешествия могли иметь место в доисторические времена, когда климат был гораздо теплее и позволял более широкий доступ к этим удаленным регионам. Каждая новая информация лишь добавляла вопросов, и у ученых возникали размышления о том, как и когда эти народы могли взаимодействовать с механизмом. Интерес к механизму и его возможной связи с древними цивилизациями также привел к возникновению новых теорий о контактах с внеземными существами. Некоторые исследователи начали активнее обсуждать возможность того, что устройство могло быть создано не людьми, а существами, обладающими знаниями и технологиями, превосходящими человеческие. Эти идеи, хоть и звучали экзотично, привлекали внимание не только ученых, но и общественности. Вокруг находки возникла настоящая сенсация, и каждое новое открытие в этой области обсуждалось на страницах газет и в социальных сетях. Все это создало атмосферу напряженного ожидания в научном сообществе. Ученые продолжали свои исследования, и с каждым новым шагом они приближались к разгадке тайны механизма. Некоторые исследователи стали активно сотрудничать с историками, лингвистами и археологами, чтобы создать более полное представление о древних цивилизациях и их технологиях. Каждая новая гипотеза и каждая находка становились частью общей картины, которая могла бы привести к пониманию не только механизма, но и всей истории человечества. Таким образом, загадка замерзшего времени стала не просто предметом научного интереса, но и мощным двигателем для новых исследований и открытий. Каждый шаг в изучении находки открывал новые горизонты и вел к новым возможностям, позволяя ученым глубже понять не только сам механизм, но и его роль в контексте древних цивилизаций. Впереди ждала настоящая экспедиция в мир древних тайн, полная неожиданных открытий и потрясающих фактов.